Всем привет, с вами Вандалей, и мы продолжаем изучать историю создания Сталкера с нуля. В прошлый раз мы исследовали все билды по Oblivion Lost, самому первому проекту GSC на X-Ray, после чего многие стали писать, мол, здорово, а теперь покажи нам первые билды Stalker Oblivion Lost. Но дело в том, что перед тем, как Oblivion Lost превратился в Stalker Oblivion Lost с Чернобыльской зоны отчуждения, проект пережил очень короткий, но весьма важный период, о котором в этом ролике и поговорим. Но сперва... Online Action War Thunder с выходом обновления «Хозяева морей» стал самой масштабной военной игрой. Отныне всем доступен флот. Присоединяйся к эпическим морским баталиям, подрывай корму врагам торпедами и сбивай из зенитных орудий самолеты под управлением других игроков. Кроме того, теперь вертолеты доступны всем в сражениях с танками и самолетами. Здесь быстрый матчмейкинг и отличная оптимизация. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Oblivion Lost в своем первоначальном виде перестал разрабатываться в конце февраля 2002 года. Разработчики поняли, что игра выходит слишком вторичной, и... Узнать, что было дальше, нам поможет книга Артура Шигапова «Жизнь сверхигра», посвященная истории создания Сталкера. Книга написана в 2011-м, и это крайне странная вещь. В ней переплетены авторский приключенческий сюжет и рассказ о создании игры в небольшом офисе GSC. Такой вольный пересказ событий после общения с разрабами. Черт его знает, насколько можно доверять этой книге, но мое мнение следующее. В общих чертах описанное действительно соответствует реальности, ибо сходится с инфой из прочих источников. Но вот дословно диалоги между собой разрабы автору, разумеется, не воспроизводили, когда просвещали его, о чем писать в книге, и их достоверность уже на совести автора. Что заметно. Например, в книге есть момент, где Прохоров предлагает Григоровичу название Oblivion Lost, в тот хронологический момент, когда оно уже давно было придумано. В общем, что мы знаем об этом периоде? Примерно 20 февраля, во время одного из обсуждений зашедшего в тупик проекта, кто-то из разработчиков предложил сделать ставку на сталкерстве, воплотив в игру концепцию аномальной зоны и артефактов из пикника Стругацких. Андрей Прохоров и Олесь Шишковцов поддержали эту идею и, более того, предложили еще сильнее уйти от темы космоса и идеи пришельцев из произведения Стругацких, которые и были причиной возникновения зоны в нем, заменить на аварию на атомной электростанции. Эта идея понравилась Сергею Григоровичу, и он дал добро на разработку первого уровня, коим станет Кордон. Его черновой вариант будет готов уже через месяц. При этом то, что игра будет происходить в будущем, пока еще никто не отменял. А вот местом действия решили сделать Крым. Зона располагалась бы на территории Крымской АЭС. Немного об этой станции. Ее начали строить в 75-м, но так и не достроили. С 95 по 99 в машинном зале недостроенного проекта проводились дискотеки фестиваля «Республика Казантип». И в те годы объект был на слуху. Почему же все-таки Крым? Из книги узнаем, что Олесь Шишковцов в тот момент как раз недавно посетил Крымскую АЭС и, очевидно, был под впечатлением. Кроме того, разрабам ничего не стоило отправиться в Крым и нафотографировать материалов для разработки, что разработчики и собирались сделать. Плюсом вокруг АЭС имелось немало интересных мест, которые идеально вписались бы в геймплей, а гористая местность как раз спасла бы от необходимости делать открытые дали, которые вряд ли бы выдержали компы того времени. Вскоре стали готовы и концепт-арты к грядущей игре, их автор Алексей Мосейчук. Помним, что посвящена она была бы сталкерам будущего, так что смотрите сами. Здесь мы видим солдата в силовом костюме с цепным мечом. Автор явно вдохновился оном из Warhammer 40 тысяч. Сталкер в полной броне. В портфолио автора подписано как «Сталкер в костюме Стальная Муха». Комбинезон на груди уже напоминает финальный вариант Зари. В одной из рук сталкер держит знакомый нам бульдог, а в другой, очевидно, устройство для поиска артефактов. Зарисовка какого-то... трансформера, что-то непонятное. И теперь самое интересное. Гравитационный щит. Гравитационный щит и аптечка-инъектор. Вариант с включенным щитом. Сталкер со спины и, внимание, контейнер для артефактов. Научно-исследовательский бот. Вооруженный сталкер с научным детектором. Еще одна зарисовка этого детектора. Зарисовка очков для сталкера. Зомби. Цепной нож и тот самый пистолет, который я показывал в предыдущем выпуске. А вот и зарисовка, где он окончательно превратился в Вальтер, в итоге попавший в Сталкер.
В то же время сменилось название проекта. Изначально игру предполагалось назвать просто Stalker, причем без точек. Но, во-первых, у разрабов возникли проблемы с авторскими правами на это слово, а во-вторых, уже вовсю раскручивался бренд Oblivion Lost. Предполагалось, что ее издаст Rusabit M. И было бы просто глупо бросать этот бренд и начинать рекламировать с нуля какой-то сталкер. Поэтому игра приобрела более чем странное название – Stalker с точками Oblivion Lost. Возвращаемся к крымской концепции, а точнее к ее отмене. В начале марта Григорович принял решение перенести место действия в Чернобыльскую зону, о чем и сообщил коллегам, аргументировав это тем, что Чернобыль — это уже своего рода бренд, известный на Западе, и там куда вероятнее окупится как раз игра про Чернобыль. Так что идея делать игру про ЧЗО принадлежит именно Григоровичу. Так крымская концепция просуществовала примерно 2 недели. Причем остальные разработчики были против смены концепции. Во-первых, уже вовсю планировалась поездка на Казантип, а во-вторых, отпугивал этический аспект, с которым пришлось бы столкнуться, делая игру про Чернобыль. Ведь проект могли воспринять как танцы на костях, но Григорович настоял на своем. И вот на машине в зону отправились 4 гарных хлопца: Прохоров, Кармальский, Сытянов и сам Григорович. Но только без пропуска их никто не пропустил. Причем опять-таки, если верить книге Шигапова «Жизнь сверхигра», а вы уж сами думаете, верить ей или нет, Григорович всячески пытался обхитрить дежурных на КПП «Детятки» и якобы даже пытался предложить взятку. Не сработало. Тогда разработчики вернулись в офис и продолжили разработку игры, пока без фотоматериалов. Были сделаны несколько моделей – деревянных катушек, канистры, электрощитки и прочее, чем в будущем будут наполнять уровни. Руслан Коновальчук к концу марта создает модели зомби, крысы, несколько вариаций слепых псов. Как видите, и зомби, и слепые псы совсем не похожи на те версии, что будут в релизной игре через 5 лет. Андрей Прохоров создает модель зонда-разведчика по данному концепту. Вот этот зонд прилетает в трейлере. Как видите, от наработок самого первого Обливиона пока никто не отказывался, и именно они показывались в прессе, хоть игра уже и обзавелась совсем другой концепцией, но ясно дело, материалы к ней еще только создавались. Ясенев программировал искусственный интеллект, Кармальский создавал кордон, Петровский занимался воссозданием завода «Росток», в здании которого и находился офис GSC, а Прохоров, помимо упомянутого зонда, со вкусом лепил модельки оружия. Короче говоря, они подарили тебе сталкер, а ты даже не знаешь их имена. 29 марта костяк команды наконец посетил ЧЗО. В описании я оставлю ссылку на полный пресс-релиз, в котором разрабы детально описывают свою поездку. А пока пробежимся по основному. Первым делом разработчики посетили деревню. Затем отфоткали кладбище техники. Кстати, интересный факт. Ныне этой свалки уже не существует. Большую часть радиоактивного железа, представьте себе, банально растащили. Сперва на дефицитные детали с рабочей техники, а после и просто на металлолом, забив на радиацию. А оставшуюся технику похоронили в конце 2012-го. Правда, вот на этом сайте, линк будет в описании, имеются фотки от 2018-го, и на них остатки свалки все же присутствуют в достаточном количестве. Но вернемся к фотографиям, сделанным разрабами из GSC. Здесь мы видим баржи, об использовании которых разрабы задумались еще в 2005-м. В документе «Истории зоны» из диздоков можно найти описание, не поверите, бара, расположенного на корабле. Привет, родимый Скадовск! Как видите, сама идея родилась еще аж до релиза «Тени Чернобыля». Но вот обрела жизнь она только в 2009-м, с выходом «Зова Припяти». Фотографии самой ЧС и Припяти. Где-то на заднем плане пробегает молодой капитан Прайс, точнее еще лейтенант. Стадион, который будет воссоздан на локации Припять, но при прохождении релизной версии его легко можно пропустить. И бассейн, также весьма известная припятская локация, опять-таки имелась и в Modern Warfare. Также к этому моменту прессе наконец-то сообщили о смене концепции проекта. Вовсю шла разработка сталкера про Чернобыль. Сталкера про Чернобыль будущего. Да-да, мы все еще не добрались до всем привычной концепции сталкера Oblivion Lost. После отмены крымской концепции, к апрелю у разработчиков уже была готова новая концепция игры, прочно базирующаяся на Обливионе. В сети имеется диздок от 3 апреля 2002, предназначенный для презентации инвесторам и написанный на английском языке. В
В первом абзаце идет описание геймплея. Мы играем за сталкера и нелинейно исследуем зону. В игре обещались две концовки. Последний абзац наиболее интересен, цитирую полностью. Цель игры — добраться до черного монолита, который находится в центре зоны, который расположен в многомерном пространстве и невидим для существ, которые обладают трехмерным зрением. Проходя через портал, сталкер выберет одну из двух концовок — разрушить монолит или защитить его от уничтожения. Подробнее о монолите данного периода, почему он именно черный и какой у него прообраз, я подробно рассказывал вот в этом ролике. По данному сюжету в центре зоны из космоса приземлился черный монолит, и случилась зона. Было это в 2016, а игра начнется спустя 20 лет, в 2036, когда в ЧЗО делает свои первые шаги главный герой, которого привлекли перечисляемые в диздоке артефакты, от знакомых, батарейки и пустышки, до так и нереализованных. Например, металлические статуэтки людей в разных позах. Невидимый куб. Интересные и непредсказуемые свойства. Личинка. Внутри стеклянного овала находится личинка неизвестного насекомого. Игла. Артефакт, напоминающий своим видом 10-сантиметровую иглу. Она имеет гравитационную особенность. Не падает, если установлена на острие. Игла будет держаться, если воткнется в стенку или потолок под любым углом. Тоже с аномалиями. Имеются описания привычных мясорубок и жарки, а есть следующее. Туннель. Идя по туннелю, с каждым шагом свет начинает тускнеть, а туннель становится длиннее. Если повернуться назад, то происходит то же самое. Можно услышать разные странные звуки. Черная лужа. Если зайти в лужу без защитного костюма, то сталкер умрет в агонии. А вот что в релиз не попало в принципе, так это настоящее сталкерское снаряжение. Резиновые сапоги, баллоны с воздухом, бронированные щиты, автоматические аптечки, диагностирующие игрока на предмет повреждений, все-таки 2036, и химза. В разделе костюмы перечислены всего 3. Комбинезон ученых, военный комбинезон и, внимание, костюм Гоумара или Хоумара. Сделан ученым-сталкером Гоумаром при помощи артефактов зоны. Антигравитационные створки позволяют парить над черными озерами. Увеличены прыжки в высоту и вдаль. Падение с 20-метровой высоты не наносит урона. Грузоподъемность плюс 20 кг. Одним словом, сталкеры в этой зоне скорее походили на Гордонов Фриманов в таких бронированных костюмах будущего. Помогать нам должны были дроны, роботы и воздушные подушки. Не зря же их начали разрабатывать в рамках первого Обливиона. Кстати, такие роботы в аномальной зоне вполне каноничны в рамках одного из первоисточников — рассказа «Забытый эксперимент» братьев Стругацких. Да-да, не один лишь пикник на обочине задает концепт зоны. Рассказ Стругацких «Забытый эксперимент» можно считать первичным эскизом, на основе которого после будет создан пикник. Так что всем интересующимся советую к ознакомлению, и именно в данном рассказе используются различные дроны и роботы. Возвращаясь к диздоку, из мутантов уже были придуманы слепые псы, бюреры, контролеры и зомби, а также что-то среднее между аномалиями и боссами — разумные болота, они же звери в бездне. Разумное болото контролирует огромную территорию, 5 на 5 километров. Каждый, кто входит на эту территорию, попадает под контроль и не может сбежать. Вы можете избежать пси-контроля только с помощью специальных устройств, но только в том случае, если вы не обнаруживаете себя. В зоне всего 3 разумных болота. Разумное болото не совсем болото, а гигантское существо, находящееся на дне Черного озера, и оно редко всплывает на поверхность. Также уже на данном этапе в игру решили ввести Черного Человека. И очевидно, что это не герой поэмы Есенина, а знаменитый Черный Сталкер. Что к чему с этим персонажем, я рассказывал вот в этом ролике. Там я рассматривал версию сего персонажа от 2005-го, когда тот предполагался как галлюцинация. Как выяснилось в 2002-м, Черного Сталкера засунули в диздок как вполне материального противника. Черный сталкер — очень редкое существо. Он чистильщик зоны, уничтожает целые группы или расы мутантов. Черный сталкер убивает существ среднего размера одним лишь прикосновением пальца. Он всегда возвращается в свое подземелье под заброшенным городом. Что уж говорить, в игре на полном серьезе планировались призраки. Фантом — призрак человека. Он может быть убит только с помощью специального оружия. Фантом наносит внутренний урон. Сталкер умирает в течение нескольких часов. Фантом может стать полностью невидимым, потеряв часть своих сил. И, наконец, планировались копии, к идее с которыми вернуться, придумывая первоначальный сюжет Чистого неба. Копия — двойник сталкера, который преследует свой оригинал, но не может просуществовать долгое время. Сражение с копией является сложной задачей. После смерти копии зона принимает сталкера и перестает следить за ним, устраивая для него меньше грязных трюков.
Как видите, в данный диздок разработчики напихали всего подряд. Все, что смогли придумать, чтобы понравилось инвестору. И не сказать, что они сильно замечтались. Многие идеи спустя 5 лет, хоть и в переработанном варианте, но все-таки доберутся до релиза. Но это в 2007, а пока 2002. И весь апрель в офисе кипит работа. Готовится играбельная сборка к предстоящей выставке E3. Разработчики уложатся в сроки, и 19 мая, за 3 дня до начала выставки, будет собран первый билд Stalker Oblivion Lost за номером 1114. Но об этом в следующем ролике. А пока не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, где вас ждут посты с дополнительной инфой про билды. Весь тот материал, который удобнее преподать в виде статей, а не видосов. Плюсом веселые авторские мемасы и приложения к роликам. Короче, подписывайся, друже, мы с редактором вовсю стараемся. Ролик же на этом подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Вандалей. Всем удачи и до скорого.